Добрый день, уважаемые зрители. Это Валерий Табаков, юрист. Сегодня 17 декабря 2025 года. У нас сегодня подробный обзор ключевых мировых новостей последних дней. Мы глубоко разберем их с юридической и гуманитарной точек зрения, какие нормы международного права затронуты, какие обязательства государств нарушены, какие последствия это может иметь для глобальной стабильности. Я опираюсь на проверенные источники и официальные данные. Давайте начинать. Итак, гуманитарные кризисы и природные катастрофы, ответственность и международная помощь. Мир продолжает сталкиваться с тяжелыми вызовами, где переплетаются природные бедствия, конфликты и системные нарушения прав человека. В Марокко, в провинции Софи, внезапное наводнение унесли жизни не менее 37 человек. Еще 14 получили серьезные травмы. И это одна из самых разрушительных катастроф в регионе за последние годы. Она вызвана экстремальными осадками на фоне изменения климата. С юридической точки зрения это напоминает о строгих обязательствах государств по рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года и Парижскому соглашению 2015. Марокко как участник должно обеспечивать системы раннего предупреждения и эвакуации. Международное сообщество обязано оказывать помощь в соответствии с принципами ООН по гуманитарной помощи, без дискриминации и с уважением суверенитета. Задержки в помощи могут быть квалифицированы как нарушение права на жизнь. Статья 6 Международного пакта о гражданских и политических правах. Аналогично трагичная авария в Колумбии. Школьный автобус с детьми сорвался с обрыва в департаменте Антиокия, город Ремендиос. Погибли 17 человек, включая школьников, ранены более 20. Это поднимает вопросы о стандартах безопасности транспорта. Колумбия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка 1989, которая требует приоритетной защиты жизни и здоровья детей. Ответственность лежит на государственных органах за контроль дорог и транспортных компаний. Возможны иски о халатности и требования компенсации семьям. В зонах конфликтов ситуация еще острее. В сирийском Идлибе вооруженные группы атаковали патруль сил безопасности. 4 погибших, 1 ранен. Это прямое нарушение международного гуманитарного права, в частности, Женевских конвенций 1949 года, запрещающих нападение на силы, обеспечивающие порядок в условиях немеждународного конфликта. В Украине российский ракетный удар, предположительно «Искандер», по Днепру унес жизни 4 мирных жителей. Десятки ранены, разрушены жилые дома. Как юрист подчеркиваю, атаки на гражданскую инфраструктуру без военной необходимости – это потенциальное военное преступление по Римскому статуту Международного уголовного суда. Украина и международные организации фиксируют такие случаи для будущих расследований. Принцип отличия гражданские против военных объектов – это краеугольный камень международного гражданского права. Гуманитарные кризисы хронические. В Афганистане более 17 миллионов человек столкнутся с острым голодом этой зимой, по данным ООН. В Газе зафиксирована смерть младенца от переохлаждения из-за блокировки помощи. Судан остается лидером по масштабам кризиса. Эти ситуации требуют немедленного применения резолюции Совета Безопасности ООН по гуманитарному доступу и ответственности за препятствование помощи и может квалифицироваться как преступление против человечности. Теперь о политических и правовых решениях, от выборов до прав человека. В США Верховный суд разрешил штату Техас использовать новую карту избирательных округов на выборах 2026 года.
несмотря на обвинения в расовой дискриминации. Нижний суд ранее признал карту нарушением прав меньшинств. Это решение затрагивает 14-ю поправку Конституции США о равной защите и Федеральный закон о правах голоса 1965 года. С точки зрения международного права, стандарты ООН о недискриминации в выборах. Такие практики подрывают демократию и могут привести к новым искам. Парламент Фарерских островов, автономия Дании, узким большинством 17-16 легализовал аборты до 12 недель. Это усиливает репродуктивные права женщин в соответствии с Конвенцией о ликвидации дискриминации в отношении женщин и практика ЕСПЧ. Ранее строгие ограничения нарушали право на приватность и здоровье. В Саудовской Аравии зафиксирован рекорд – уже 340 казней в 2025 году. Это вызывает серьезные вопросы о соблюдении Международного пакта о гражданских правах и моратория ООН на смертную казнь. Многие казни за ненасильственные преступления, что противоречит стандартам справедливого суда. Новые тревожные сигналы из США. Президент Трамп ввел полный запрет на въезд граждан 7 стран – Буркина-Фасо, Лаос, Мали и другие, расширив черный список. Также заказана морская блокада санкционированных венесуэльских нефтяных танкеров. С юридической позиции иммиграционные запреты должны соответствовать принципу недискриминации, статья 26 МП ГПП. Блокада рискует нарушить свободу мореходства по Конвенции ООН по морскому праву АНКЛОС 1982 года и может быть расценена как акт агрессии, если осуществляется без мандата Совета Безопасности ООН. Переходим к глобальному здоровью и международному сотрудничеству. На 80-й Генассамблее ООН принята историческая декларация по борьбе с неинфекционными заболеваниями и психическим здоровьем. Это интегрированный подход с увеличением финансирования и обязательств государств. Юридически это укрепляет право на здоровье, статья 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Декларация обязывает страны интегрировать психическое здоровье в национальные системы. Важный шаг после пандемии. А теперь к истории. Проанализируем причины нападения Наполеона на Россию в 1812 году и перейдем к проблемам соблюдения международных обязательств. Друзья, в контексте современных конфликтов, таких как ситуация в Украине, полезно обратиться к истории, чтобы понять корни нарушений международного права. Давайте разберем причины вторжения Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году. Одной из самых трагичных кампаний в европейской истории, которая привела к гибели сотен тысяч человек и стала началом конца Наполеоновской империи. Этот анализ поможет осветить вечную проблему соблюдения международных обязательств, актуальную и сегодня. Сначала причины. Наполеон, стремясь к доминированию в Европе, ввел континентальную блокаду в 1806 году, экономическую систему, запрещавшую торговлю с Великобританией, его главным врагом. Россия по Тильзитскому мирному договору 1807 года, заключенному после поражения в Фридландском сражении, обязалась присоединиться к этой блокаде. Однако Россия, страдая от экономических потерь, блокада подрывала экспорт зерна и леса, начала тайно торговать с Британией. Это было прямым нарушением договора, что Наполеон расценил как предательство. Кроме того, геополитические разногласия. Наполеон поддержал Варшавское герцогство, Польшу.
что угрожало российским интересам в Восточной Европе. Россия же видела в Наполеоне угрозу своей независимости и влияния. Амбиции Наполеона играли ключевую роль. Он хотел быстро разгромить Россию, чтобы укрепить свою империю и принудить Россию к полному подчинению. По оценкам историков, армия Наполеона насчитывала около 600 тысяч солдат, но кампания обернулась катастрофой из-за русской стратегии выжженной земли, суровой зимы и логистических ошибок. А теперь о проблеме соблюдения обязательств. Тильзитский договор был классическим примером международного соглашения, но его нарушение Россией, выход из блокады в 1810 году, стало казус белли, поводом для войны. С юридической точки зрения, в эпоху до Венского конгресса 1815 года, который заложил основы современного международного права, договоры полагались на добрую волю сторон, без сильных механизмов принуждения. Наполеон, как агрессор, нарушил принцип суверенитета, хотя формально ссылался на несоблюдение договоренностей России, что привело к огромным гуманитарным потерям. Сегодня это перекликается с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года, статья 60. Нарушение договора позволяет приостановить его, но также с запретом на агрессию по уставу ООН, статья 2.4. В современных конфликтах, таких как в Украине, аналогичные вопросы. Несоблюдение Будапештского меморандума 1994 года, гарантии безопасности за отказ от ядерного оружия или Минских соглашений, подчеркивает, что без сильных институтов, таких как Международный уголовный суд или Совет безопасности ООН, договоры хрупки. Уроки 1812 года такие. Войны из-за несоблюдения обязательств приводят к разрушениям, и только многосторонние механизмы могут предотвратить эскалации. И о других заметных событиях. В США застрелен профессор ядерной физики Мит Нуно Лурейру. Ведется расследование как убийство. Это напоминает о защите академической свободы и безопасности ученых. В культуре объявлены номинации на «Золотой глобус» 2026. Британская художница с аутизмом выиграла премию Тернера, пример инклюзии. Друзья, мир в декабре 2025 года полон контрастов, от прогресса в правах женщин и здоровья до эскалации конфликтов и ограничений. Как юрист я убежден, только строгое соблюдение международного права от Женевских конвенций до пактов ООН может обеспечить стабильность и защиту прав каждого человека. Исторические уроки, такие как кампания 1812 года, напоминают: несоблюдение обязательств сеет семена будущих кризисов. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какую тему вы хотите разобрать подробнее в следующий раз. Конфликты, права человека, исторические аналогии или конкретную страну. Жду ваших вопросов. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков.